Кремлевский план провалился. Путин получил жесткий отказ. Теперь в игру входят Европа и НАТО, и мир ждет опасный торг. Трамп на пределе. Что происходит с президентом после встречи с Путиным? Медики под угрозой мобилизации. Всех отправляют на комиссию, за отказ большие штрафы. Более 4000 машин и свыше сотни автобусов. Очередь тянется километрами. Люди в отчаянии покупают места, пересаживаются в чужие авто и ищут любые лазейки, лишь бы вырваться из страны. Эти и другие самые важные события воскресного вечера 17 августа. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Оставьте свои ультиматумы себе. План Путина провалился. Он потребовал отдать России неоккупированный Донбасс в обмен на заморозку фронта. По данным Reuters, именно такой ультиматум он передал через Дональда Трампа Владимиру Зеленскому. Но украинский президент жестко отверг требования. Источники утверждают, Трамп озвучил предложение Путина дословно, но Киев даже не стал обсуждать этот сценарий. Теперь к переговорам, намеченным на понедельник, подключаются европейские лидеры. И на поддержку Зеленскому едет сам генсек НАТО. Вопрос остается открытым, сорвется ли так называемый мирный план Путина, или мир увидит опасный торг за украинские земли. Как думаете вы, не забывайте написать свое мнение в комментариях. На саммите в Анкоридже Путин неожиданно назвал Китай среди возможных гарантов безопасности Украины, фактически отверг роль НАТО. NBC News добавляет, США готовы дать Киеву гарантии по модели НАТО, но без ввода своих войск. Трамп на пределе. После переговоров с Путиным президент США вышел на связь с европейскими лидерами уставший и раздраженный, пишет The Wall Street Journal. Разговор состоялся около 3 часов ночи по центральноевропейскому времени. По словам участников, Трамп пожаловался, что работает уже 24 часа подряд и выглядел откровенно вымотанным, особенно после общения с Путиным. Поговорили об этом с человеком, который пристально следит за американской политикой, с главой Центра анализа и стратегии Игорем Чаленко. Мы помним овальный кабинет февраля месяца, когда, очевидно, без общего одобрямса это перешло в полемику. И, очевидно, стороны сейчас максимум прилагают усилий, чтобы не произошло никакого черного лебедя. Тут уже такой более комплексный непосредственно подход со стороны Путина, точнее комплексное нежелание останавливать эту войну. И то, что президент Зеленский отверг так называемое предложение Путина, а по сути очередной ультиматум, это подтверждение прошлых публичных позиций, где мы прямо заявляли и нас поддерживали европейские коллеги, что территориальный вопрос не может быть предметом переговоров на Аляске между Путиным и Трампом. Тем не менее, Трамп дает понять, готов снова угрожать немедленными санкциями России, но только если предстоящие трехсторонние переговоры не принесут реального прогресса. Пока Лукашенко и его подручные паникуют от каждого правдивого поста, а российский РКН истерично блокирует все подряд, у нас есть решение для тех, кто не готов молчать. GNU VPN – сервис для тех, кто ценит свободу. 45 серверов премиум-класса для максимальной скорости. Протокол Softaser станет надежной защитой от любых блокировок. Функция Kill Switch на случай, если что-то пойдет не так, ваш реальный IP никто не узнает. А с функцией eSIM Secure от команды GNU VPN вы будете уверены, что не останетесь без связи. Для зрителей канала Нехта ребята подготовили особый тариф. Подписка всего за $8.99 на сайте gnuvpn.com. Для пользователей смартфонов бесплатный пробный период в мобильных приложениях через App Store и Google Play. Когда блокируют интернет, используй GNU VPN. На Аляске вспыхнул дипломатический скандал. Все сверхсекретные детали не менее сверхсекретной встречи Путина с Трампом оказались в сети. В принтере отеля Капитан Кук в Анкоридже случайные гости нашли документы Госдепа США с подробностями подготовки саммита Трампа и Путина 15 августа. 8-страничный пакет содержал все от точного расписания встреч и номеров телефонов чиновников до меню обеда, как он называется в документе, в честь его
его превосходительства Владимира Путина. На первой странице название комнат на базе Эльмендорф-Ричардсон, где должны были пройти переговоры. Дальше имена 13 американских и российских представителей с фонетическими подсказками вроде «Путин», чтобы никто из американских дипломатов не споткнулся на фамилии. Документы даже раскрыли сюрприз от Трампа – статуэтку белоголового орлана, приготовленную в подарок Путину. Особое внимание – обеденный план. Трамп и Путин должны были сидеть друг напротив друга, окруженные своими министрами. Все должно было пройти в формате простого трехблюдного ланча. Но в итоге и обед, и расширенные переговоры сорвались. Саммит ограничился встречей 3 на 3 и короткой пресс-конференцией. А найденные в принтере бумаги теперь стали красноречивым напоминанием о том, что дипломатические тайны могут быть слиты не только через шпионов, но и через забывчивость сотрудников, которые нажимают кнопку «Печать» в гостинице. Есть ли тут место для конспирологии? Пытались ли слить в сеть что-то важное? Ведь публикация подобных документов, учитывая уровень участников конференции и напряжение в мире, это очень важная вещь. Спросили об этом Игоря Чаленко. Мы видели, насколько кричала и непосредственно служба безопасности Соединенных Штатов, организация непосредственно визита Трампа на Аляску. Сколько было мало места, насколько российские псевдожурналисты кричали об условиях, куда их поселили на стадион, на кушетке для военных. То есть на самом деле это просто очередная демонстрация недостаточного времени подготовки. Но я не удивлюсь действительно, что даже опубликованное таким образом станет определенной отправной точкой для очередных интересных конспирологических теорий и новостей в СМИ. Ну, это необходимо, конечно же, дальше анализировать. Это означает о том, что за такой халатностью может последовать публикация и чего-то более важного, а как раз тонкости переговоров между Трампом и Путиным. Белый дом поспешил опровергнуть информацию и высмеять источник. Смешно, что NPR публикует многостраничное меню обеда и называет это нарушением безопасности. Именно из-за такого самопровозглашенного журналистского расследования никто и не воспринимает их всерьез. И благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков. Но вряд ли такие детали журналисты придумали сами для сенсаций. А как вы думаете, халатность или таки слив? Но это таки не последний в череде обнародованных документов. Fox News вытащила на свет еще один, который сам по себе тянет на дипломатическую сенсацию. Американское издание опубликовало копию письма первой леди США, переданного Владимиру Путину через ее мужа, президента Дональда Трампа, во время встречи в Анкоридже. Мелания Трамп обратилась к российскому диктатору в подчеркнуто миротворческом стиле о детях, невинности, надежде и мире полном достоинства. В сегодняшнем мире некоторые дети вынуждены нести в себе тихий смех, нетронутый мраком вокруг них, молчаливое сопротивление силам, которые могут отобрать у них будущее. Защищая невинность этих детей, вы сделаете гораздо больше, чем просто послужите России. Вы послужите всему человечеству. Такая смелая идея преодолевает все человеческие разделения, и именно вы, господин Путин, способны воплотить это видение одной подписью уже сегодня. Пришло время. Что думаете по поводу этого письма? Напишите свое мнение в комментариях, насколько дипломатичным вы его считаете и подействует ли. По данным Fox News, Путин прочитал письмо прямо при американской и российской делегациях. Reuters ранее сообщала, что Дональд Трамп передал послание лично, а Мелания в поездке участия не принимала. Выпускницы-медики в Украине под прицелом мобилизации. Всего 2 месяца после окончания учебы и обязательная явка в территориальный центр комплектации. Они как раз об этом и напоминают в социальных сетях. За неявку, отказ или задержку грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен. Это около $500. Данные о каждой выпускнице автоматически попадут в реестр призывников. Учебные заведения должны в течение 7 дней после выпуска передать в ТЦК данные всех выпускниц по месту их проживания.
Воскресным утром на единственном работающем пункте пропуска на белорусско-польской границе Брест зафиксирован рекорд. Очередь тянется километрами, и даже ночное снижение на 100 машин ситуацию не спасает. По данным Госпогранкомитета Беларуси, в 8 утра на выезд в Польшу стояли 4160 легковушек и 104 автобуса. Люди в отчаянии изобретают собственные схемы, пересаживаются из автобуса в автобус, ищут тех, кто имеет право на льготный проезд, подсаживаются в чужие автомобили ближе к началу очереди или вовсе покупают место, чтобы быстрее покинуть страну. Белорусская граница превращается в зону выживания, где каждый пытается найти лазейку, лишь бы выбраться в Европу. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.